Всем привет, меня зовут Кейт Мунденс. Лично мне 2020 год запомнится тем, что ни хрена ничего не происходило. В принципе, этот год официально отменен. В 2020 году отменились все концерты, все мероприятия, которые только можно было отменить, которые нельзя было отменить, они перенеслись, и поэтому я подумала, что ничего не остается, кроме как предаться воспоминаниям и ностальгии о концертах. Что вообще эта штука когда-то была. Я хочу сегодня поговорить о концерте, о котором я мечтала несколько лет. Предыстория этого концерта такова, она очень длинная. Я начала слушать Рамштайн осознанно примерно с 2009 года, но в принципе с момента выхода «Либо из февраля», да. Да, я послушала этот альбом и такая, мужики поют о всяких непотребствах, хочу на концерт. Мне тогда было, по-моему, лет 14 или 15. Высчитывать свой возраст – это высшая математика. В общем, в 2011 году я узнала, что они приезжают в Москву. Концерт проходил на тот момент в Олимпийском. Press F to pay respect, как говорится. И я помню, что я безумно хотела пойти, но мне не разрешили по ряду причин, начиная с того, что огромная площадка, а ты маленький ребенок, 15 на тот момент уже, ты маленький ребенок, тебе не с кем идти, и заканчивая тем, что они же немцы, и поют на немецком. И да, это был аргумент. И я помню, я сижу на кухне на следующий день после того, как концерт прошел, я смотрю репортаж, по-моему, он был по РЕН-ТВ с этого концерта. Я вижу эти очереди, я вижу забеги в фан-зону, я вижу нарезки с этого концерта. И я помню, мне так было обидно, что я не пошла. Я дала себе обещание, то, что я вырасту, я стану взрослой, я заработаю денег и когда-нибудь обязательно схожу на концерт. Вот. Такое вот было мое обещание себе. Проблема в том, что я не поставила временные рамки, когда это произойдет. И поэтому так получилось, то, что Рамштайн после этого еще приезжали к нам на Максидром и, по-моему, еще куда-нибудь, я напишу. Но в тот момент, по-моему, вопрос упирался в возраст мой, в финансы. Либо я училась на тот момент, я была студентом, либо я была, как комбо, бедный студент. Поэтому не получалось пойти. А в тот момент, когда у меня уже все устаканилось, я стала взрослой, нет, независимой, нет. В тот момент, когда у меня появились ресурсы и возможность сходить на концерт, Рамштайн, именно сами Рамштайн, они взяли на что-то на вроде творческого отпуска. То есть участники были заняты сторонними проектами, Линдеманн вообще в сольник ударился, но как такового от Рамштайна новостей вообще не было. Мне стало немножко грустно, потому что временных рамок они не говорили, просто они были заняты своими сторонними делами, и все. А как такового студийных альбомов больше не было после «Либо из февраля», да, технически после Made in Germany, как бы так уже шли годы, естественно. Я уже практически смирилась с этой мыслью, то, что думала, то, что надо было раньше это делать, что меня останавливало, но объективно много чего останавливало. Я даже на Металлику так не хотела сходить, или там на Iron Maiden, чем на Рамштайн. Господи, вот прикипела я именно к ним, для меня было важно просто сходить именно на их концерт. Так сложилось. Время идет, жизнь, в принципе, тоже проходит. И тут внезапно Рамштайн просыпается после спячки. И мало того, что они объявляют о выходе нового альбома, так они еще вместе с этим объявляют даты стадионов европейского тура. И Москва в списке. На тот момент я пришла работать на новое место. По хронологии это так все сложилось, что это даже не первую зарплату. Я первый аванс, самый первый, я потратила на билет на Рамштайн, то есть мои покупочки. И я помню этот момент в декабре, когда надо было акробатикой заниматься, с лагающим, падающим сайтом, с виснущей системой оплаты, с виснущим, всем вообще. Как-то еще умудриться выбрать себе место так, чтобы было видно и чтобы не разориться окончательно. Во-первых, когда объявили даты были еще на ВТБ-арену.
Соответственно, места я выбирала в ВТБ-арене, и там, по-моему, уже было деление на Тухаст-зону и танцпартер, и я не пошла туда, потому что танцпартер это далеко, а я низенькая, и это смысла особо нет. Что я там увижу и услышу, потому что стадион, там звук на стадионе очень редко бывает хороший. А на Тухаст-зону я решила, что я не справлюсь, просто я не справлюсь. Я представляю, какое там мясо будет, и я не решилась. Я хотела вот именно попой сесть, как пенсионер уже, но все-таки посмотреть концерт. Купила я, значит, билет на концерт, отложила его, жду как хатика дня X концерта, и вдруг внезапно прилетает письмо счастья о том, что, вы знаете, как бы площадки меняются с ВТБ-арены на Лужники. Лужники на тот момент был самой крупной площадкой, потому что Олимпийские уже раздолбали на тот момент, и больше, в принципе, вариантов переноса не было. С моментом переноса тоже интересная ситуация, потому что с моей стороны, я понимаю это так. Они взяли действующие билеты, которые они уже успели продать на ВТБ-арену, пытались подобрать места, которые были соразмерно стоимости билета и, как бы, в принципе, по местоположению, максимально. Но получилось так, что они взяли действующие билеты, отсадили их подальше в Лужники, так как площадка больше, соответственно, свободные места там до хранища их осталось. И на те места, что ближе были, они открыли продажи, но, естественно, установив другой ценник. Концерты в России. С этим моментом просто было очень много бурления всего, бомбежа, ругани, но только из-за этого не хотелось отказываться от концерта, о котором я дохренища мечтала, и поэтому, пришлось смириться. Что делать? Короче, я же специально выбирала себе а-ля Б-этаж первый ряд, а меня прям в середину сунули какого-то сектора а-ля уже типа партеров. Зачем? Распечатала лист о замене мест, тоже положила его рядом с билетом, и осталось только ждать дня X. В день X, я помню, это был рабочий день, я помню, что я смотрю на часы и понимаю, что я хожу по охренительно тонкому льду, потому что я заканчиваю в 7, это значит, что запуск уже начался, в 7 начинается разогрев, и мне ехать час, соответственно, я имею все шансы опоздать даже на Рамштайн, не то что на разогрев, разогрев уже пропущен априори. Настолько начинаю нервничать, что я пулей вылетаю с работы в 7, просто в 7:00:30. Быстро снимаю форму, переодеваюсь, ловлю вот так автобус для того, чтобы доехать до метро, и у меня начинается просто время приключений, доехать с одного конца Москвы до другой, при этом еще найти нужный вход в Лужники, свое место, и все это нужно сделать было за час, это нереально, я вам сразу говорю. При том, что у меня уже дикий мандраж, адекватность покидала уже меня на тот момент. И дело в том, что с нервов, с перепугу, я не знаю с чего, я искала места, которые были в ВТБ-арене. В Лужниках. Там даже буквы разные, не то что цифры. Я, по-моему, задолбала всех. Я задолбала себя, я задолбала волонтеров, я задолбала организаторов. Я упорно пыталась прорваться через неправильный вход, сканировала билет, материлась, что он не сканировал. Мне терпеливо объясняли, что девушка, вам нужен другой вход, а я нетерпеливо говорила: блин, просто пустите меня! Разу у меня в памяти были старые сцены ВТБ-арена. Здесь уже можно как естественно, я забыла. Боже, помощь не шла. И из-за этой суматохи я, в принципе, ничего не могу сказать об организации. Во-первых, я поздно пришла, во-вторых, я штурмовала Лужники, мне было не до этого. Я пропустила стойку с мерчом, до которой потом мне не удалось добраться, потому что слишком было много народу рядом с ним. Не получалось, не фартануло, как говорится. А когда я наконец-то нашла нужный вход и прорвалась в Лужники, я подумала, что у меня стресс.
и мне нужно как-то успокоиться. Сейчас же прийти на Рамштайн и фигачить кофе, потому что алкоголя здесь нет вообще. Ну, в принципе, это правильно. Как бы, с одной стороны, я согласна, это как бы безопасность, а с другой стороны, это очень странно. На рок-концерте из алкоголя примерно ни хрена. Только безалкогольное пиво. На Рамштайн. Безалкогольное пиво. Я хотела, конечно, быть трушной, у меня не получилось. Да, я тот человек, который успокаивается от кофе, которого кофе совершенно не бодрит. Я, короче, вся такая с билетами, с кофейком, прохожу на свое место. Помню, я плюхаюсь на свою сидушку, поднимаю так глаза и вижу эту сцену. И я не могу назвать это момент диссоциации какой-либо, но я помню, я смотрю на эту сцену, и я не понимаю до конца, что я вижу ее в реальной жизни. Я успела на последние минуты разогрева, потом Катя забыла, что бывает такая штука, как технический перерыв между разогревом и Рамштайном, что нужно же ведь аппаратуру перенастроить, все дела. Стадион заскучал. Так как мы на стадионе же, мы начали делать эти вот вовы. Вот, и в тот момент, когда начинается интро, потом начинается интро «Was ich liebe». Адекватность покидает на этот вечер насовсем меня. Я не могла поверить до конца, вот я половину концерта я не могла поверить, это то, что это реально происходит со мной, что я это наконец-то вижу своими глазами, что вот они стоят на сцене, они играют вживую, я все это слышу, я не могу принять эту мысль и быть спокойной. Этот лист был охрененный. Ну, естественно, там были песни с нового альбома, но они взяли самый сок с нового альбома, потому что это именно те были песни, которые зашли мне больше всего, вот прям все. Кроме того, они еще сыграли песни с предыдущих альбомов, и я услышала практически все, что я хотела, кроме Москвы. Это был единственный концерт, где они приехали в Москву и не сыграли Москву. Ну, возможно, все упирается в техническую часть, потому что, я так думаю, под каждую песню у них точно целая программа света, пиротехники, в принципе, каких-то установок сцен. Были песни, которые я хотела услышать больше всего. Это, во-первых, My First Brand, это одна из самых моих любимых песен Рамштайн. И когда она заиграла вживую, я натурально начала плакать. Я думала, этот период жизни у меня прошел. Нет, не прошел. И я помню, я снимала песню и просто плакала, потому что я не верила, что я слышу это вживую, Господи. Снять хреново в темноте с хреновым звуком, но именно оставить этот момент на своем телефоне. Еще очень мало артистов, очень мало музыкантов, очень мало групп, они приезжают в Россию, ну даже в Россию, а в Москву и Питер даже они приезжают без полного комплекта оборудования, то есть без пиротехники, без каких-то дополнительных сценических элементов, без экранов. И по большей части, группы, на которые я ходила, они приезжали просто сами, голиком. И да, без каких-либо других дополнительных прибамбасов, чтобы сделать шоу более зрелищным. Потому что логистика, потому что это дорого, это долго и это мучительно.
без этого, но все могло быть. И учитывая то, что у нас мало где, даже я бы сказала, по пальцам можно пересчитать площадки, где можно использовать пиротехнику, клево, что у них получилось приехать со всем своим добром. В принципе, почему я на этом заострила внимание, потому что вот с технической точки зрения, по зрелищности, Рамштайн — это самое охренительное и яркое шоу, которое я видела на данный момент. Чего стоят хотя бы вот эти 3 огромных факела, жар от которых шли на все трибуны. Жар, то есть как будто они не вдалеке где-то в небе, а рядом с тобой факел зажгли. Я безумно рада, что я увидела вот это шоу на Зону, шоу на Духаст, когда весь стадион орет Духаст, просто Тиль стоит такой: ну вы там пойте, я пока отдохну, приготовлю свою ракетку. Элемент на пуси у меня большой. Мне еще понравилась акустическая часть. Они переделали Энгель под акустику, они спели Диамант. Это все было в фонариках, это все было так красиво, душевно, атмосферно. Господи. Я думаю, он мне очень надолго запомнился. Я вообще рада, что это произошло именно в таком формате, именно в эти даты. Это произошло не слишком рано, не слишком поздно. Это произошло со мной именно вовремя. Так, и я тут вспомнила, что у меня есть первое впечатление после концерта. Я могу их вставить сюда. Ветер, ты не заглушишь мой восторг. Это было просто... Это один из лучших концертов, на котором я вообще была. Я ждала этого 8 лет, Карл, господи, у меня морщины уже появились, мне 3-й десяток пошел. Я все-таки сходила на концерт Рамштайн. Блин, я в восторге, вообще, это было очень круто. Ой, еще ни на одном концерте я столько не прыгала, столько не орала, столько башку не трясла. Блин, это... Даже спустя год это воспоминание, это что-то невероятное. И я безумно рада, что наконец, спустя столько лет мне удалось все-таки посетить концерт. Я рада, что это, в принципе, произошло именно в прошлом году, потому что в связи с situation вот это в 2020 году неизвестно, что будет дальше.
что будет с концертной индустрией, когда, как скоро они приедут снова, по крайней мере, в Россию. Ну и про границы, кстати, тоже неизвестно, поэтому про концерты за границей тоже можно пока что забыть. Вот. И по завершению всего этого сумбура, который я понаговорила, хочу поблагодарить, что вы смотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, вы можете поставить палец вверх. Мне будет безумно приятно, и это большая поддержка для меня. Если подпишетесь на канал, мне будет вдвойне приятно. Это будет максимальная поддержка для канала. Ну и также делитесь видео в соцсеточках, где посчитаете нужным. И плюс еще в комментариях вы можете написать свои впечатления о концерте Рамштайн. Неважно, в каком году вы были. Все равно будет интересно почитать, вне зависимости от момента посещения концерта. Ну и если еще не довелось ходить на Рамштайн, то желаю, чтобы обязательно это осуществилось, потому что это того стоит. Хотя бы один раз увидеть их концерт и поорать духаст из зон вместе с стадионом. Я аж в рифму заговорила. В общем, огромное спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока!